Тяжелая техника стянута к границам РФ, соседи готовятся к реальному бою. Артиллерия в боевой готовности, начало войны или только подготовка к боевым действиям? Ядерный удар по Украине? У Москвы не осталось вариантов, прозвучало официальное заявление. Это конец, распад НАТО и пощечина Трампу. Все операции завершены. Резкий разворот. Самолет премьера не долетит до Москвы. Зеленский лишил Путина еще одного союзника. Спецслужбы Казахстана работают на Кремль. Токаев даже поблагодарил Путина. За что именно? Досмотрите. Об этих и других самых главных событиях воскресного утра 3 мая. Спасибо, что вы с нами. Говорим о том, что действительно важно. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Начинаем. Ядерный удар по Киеву? Такую возможность в Кремле не исключают, а в Киеве уже говорят о необходимости повышать готовность страны к такому сценарию. По словам нардепа Романа Костенко, Москва теоретически может использовать для этого «Искандер-М», кинжалы, калибры, а также авиационные бомбы или артиллерийские боеприпасы повышенной мощности. Речь о тактическом ядерном оружии мощностью от нескольких до десятков килотонн, то есть об ударах, последствиях которых могут быть катастрофическими даже при ограниченном применении. Когда кто-то там говорит, что Россия воюет в полсилы, они сами объясняют, что это не на полсилы, это уже во всю силу, и что-то может изменить либо мобилизация в России, либо применение ядерного оружия, потому что все против Украины они уже использовали. Все против Украины они уже використали. Но в Москве продолжают говорить, мол, это не они, но все возможно. Главный матершинник страны Медведев снова достал из кремлевского шкафа ядерную страшилку. Меня часто, упрекают в том, что я использую какую-то там жесткую риторику и говорю о ядерном апокалипсисе. Но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчет, тот фантазер или дурачок. Но очень не хотелось бы этого. Параллельно Медведев озвучил цифры по армии. По его словам, в прошлом году контракт с Минобороны РФ подписали 450 тысяч человек, а с начала этого года уже 127 тысяч. Проверить эту информацию просто невозможно, а доверять ли ей, решайте сами. Но спросить хочу у вас, как думаете, реален ли сценарий ядерного удара? Точно не шпион, поймали случайно. И также случайно вернули по обмену. Казахстанского дипломата, которого Польша задержала по подозрению в шпионаже в пользу России, вернули в рамках обмена заключенными. Речь об Ануаре Бакибае. Его освободили 28 апреля на польско-белорусской границе в формате 5/5. Эта сделка, как утверждают медиа, готовилась почти год и проходила при участии сразу нескольких стран. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата. Польские спецслужбы считали, что Бакибай под дипломатическим прикрытием собирал информацию, опасную для безопасности Польши и НАТО. Формально он был помощником военного атташе Казахстана в Украине, но задержали его именно в Польше, потому что там дипломатический иммунитет на него не распространялся. Получается, Казахстан официально признал работу своих спецслужб на Кремль? Как считаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. НАТО готовится к реальному бою. Финляндия стягивает тяжелую технику к границам России. Артиллерия приведена в готовность, а военные колонны замечены всего в 70 километрах от российской территории. Начало войны или подготовка к боевым действиям? Стартовали масштабные военные учения совместно с партнерами по Альянсу. Военные будут отрабатывать артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы. Реакция РФ последовала незамедлительно. Там немного запереживали. Страны НАТО одержимы идеей неизбежности войны в Европе и стремятся показать готовность к ней. Страшно жить в России. Все собираются напасть. Приходится никого не трогать. Но опасность для НАТО подкрадывается и с другой стороны, совершенно неожиданной. Польский премьер-министр предупредил, что главная угроза для Альянса исходит уже не извне. Самой большой угрозой для трансатлантического сообщества являются не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего Альянса.
Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту губительную тенденцию. Хотя Туск не назвал причину прямо, его слова прозвучали сразу после новостей о выводе 5000 американских военных из Германии. Мы говорили об этом с вами в предыдущем выпуске. Европа слегка переживает по этому поводу, а вы? Подозрительные движения на границе Украины и Беларуси настолько скрытные, что их заметили даже в Киеве. Северное направление становится все более нервным, и теперь слова о том, что Лукашенко не вступит в войну, не звучат уверенно. По сообщениям украинских мониторинговых каналов, 2 вертолета армии Беларуси летали всего в 2-3 километрах от Киевской и Черниговской областей Украины. Также в небе рядом фиксировали и российские шахеды. Официальных объяснений от Минобороны Беларуси так и не прозвучало. Уважно все. Внимательно все фиксируем, все контролируем. Если потребуется, мы будем реагировать. Украина готова защищать своих людей, суверенитет. Каждый должен это понимать. Кого пытаются вовлечь в любую агрессивную активность против Украины? Проти України. Пока это не выглядит как прямой признак нового вторжения, но сигнал неприятный. Тем более, что по данным украинских пограничников, с той стороны идет масштабная подготовка инфраструктуры. Самолет премьера не долетит до Москвы? Кто его уговорил и увел союзника у Путина? Зеленский после разговора с Фицо заявил, Словакия поддерживает вступление Украины в ЕС. По словам президента, в беседе прозвучал важный сигнал. Братислава готова не только поддерживать этот курс, но и делиться собственным опытом евроинтеграции. Зеленский говорит, что обе стороны заинтересованы в нормальных и прочных отношениях и пригласил Фицо в Киев. Ми цінуємо. Мы ценим, что Словакия сделала шаги по разблокированию европейского пакета поддержки для Украины и 22-го пакета санкций против России. Проти Росії. Еще недавно Роберт Фицо жестко тормозил тему ускоренного движения Украины в ЕС и посылал Брюсселю совсем другие сигналы. Я также подчеркнул, что никакое мирное соглашение в военном конфликте с РФ невозможно без согласия украинской стороны. Примет ли Москва Фицо на параде после такого заявления? Напомню, ранее Путин предлагал перемирие на 9 мая, чтобы провести парад без военной техники и в укороченном формате. Но пока непонятно, разрешил ли этот парад Зеленский или нет. В Украине заранее предупредили о неожиданных рейдах. ТЦК теперь отправляются на поиски качков. Причем, судя по всему, даже если качки будут забронированы, им это не поможет. Окрім того, що мобілізація має Кроме того, что мобилизация должна стать понятной, четкой, прозрачной и, наконец-то, для всех. Потому что я натурально устал за одни и те же 10 минут видеть полностью заполненные спортивные залы какими-то качками и одновременно смотреть видео о том, как у нас очередной скандал из-за того, что ТЦК там превысили свои полномочия. там перевищили свої повноваження. Опустеют ли теперь спортзалы в Украине? Будем вместе с вами за этим наблюдать. Европа готовится к столкновению. Германия перестраивает Бремерхафен, крупнейший автопорт Европы, под задачей возможной большой войны. Власти вкладывают 1,35 миллиарда евро в инфраструктуру, которая должна выдерживать и быстро перегружать тяжелую военную технику, включая танки «Леопард» весом до 60 тонн. Порт, который раньше был символом гражданской логистики, все заметнее превращают в элемент военной машины. Это решение вписывается в общий разворот Берлина после начала большой войны в Украине и на фоне тревоги из-за возможного сокращения американского присутствия в Европе. Германия хочет стать опорным узлом для переброски техники и сил союзников, но упирается в старую проблему. Страна экономически мощная, а транспортная инфраструктура местами изношена и не готова к таким нагрузкам. Поэтому теперь под оборонные задачи все активнее подтягивают и частные логистические компании. Трамп получил пощечину. Для большинства американцев война с Ираном – это огромная ошибка, а совсем не победа. По данным опроса, 59% респондентов считают военные действия неправильным решением. Это уровень, который в США уже сравнивают с настроениями времен Ирака и Вьетнама. Особенно жестко против войны настроены демократы и независимые избиратели. Но даже среди республиканцев эта поддержка уже не выглядит безусловной. И это недовольство упирается не только в политику, но и в кошелек. Люди урезают
урезают отпуска, пересматривают траты на жилье и откладывают путешествия из-за роста цен, прежде всего на бензин. Почти половина опрошенных американцев вообще готова к мирной сделке с Ираном, даже если она будет не самой выгодной для Вашингтона. Но Трамп уже войну закончил. Белый дом объявил, что война с Ираном якобы все. Президент США написал целое письмо лидерам Конгресса, правда, как раз в тот момент, когда Трампу уже нужно было получить одобрение Конгресса на продолжение войны, либо объяснить, почему этого не произошло. Похоже, больше на попытку обойти дедлайн, а не поставить точку в войне. Но его быстро раскусили. Это чушь, это незаконная война, и каждый день, пока республиканцы остаются соучастниками и позволяют ей продолжаться, это еще один день, когда жизни подвергаются опасности, нарастает хаос и растут цены, а расплачиваются за все американцы. В письме говорится, да, операции завершены, но угроза со стороны Ирана все еще остается значительной. То есть войну вроде бы закончили, но военные в регионе остаются, переговоры продолжаются, Трамп недоволен иранскими предложениями. Так что да, похоже на чушь. Ну и новости. Уже 4 года в эфире. 3 мая 2022 года вышел первый выпуск нашего самого популярного информационного формата. За это время количество наших подписчиков выросло с 643 тысяч до более чем 3 миллионов. Сегодня Нехта Лайв возглавляет рейтинг самых просматриваемых русскоязычных информационных каналов в YouTube, а общее количество просмотров во всех соцсетях за месяц часто приближается к 1 миллиарду. Спасибо вам за доверие и поддержку. Уже с понедельника мы будем выходить в новой упаковке, а в эфире еще больше интересных тем, форматов и ведущих. Спасибо, что начинаете день вместе с нашей командой. Это правильный выбор. Кадыровцы действительно перешли на сторону Украины? Почему Киев получил резкий отказ от Вашингтона? Что за новая тактика Кремля, когда регионы стирают под ноль? И что произошло в Туапсе на самом деле? Почему власти уверяют, что катастрофы не было и прилетов не было? Об этом мы рассказывали в прошлом выпуске. Посмотрите, если еще не видели. Ну а мы с вами встретимся уже вечером.